утро, и мы с вами едем в интересное место, как вы видите по надписи «Промрынок 7 километр». Это место, которое знают не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Итак, информация для тех, кто еще не был на 7 километре. Чтобы попасть на сам рынок, нужно проехать через арку, оплатить въезд, оплатить парковку и получить специальный талончик, который вы будете предъявлять при выезде. Сейчас въезд для легковых автомобилей составляет 40 гривен, но чем больше автомобиль, тем дороже будет въезд. Здесь можно ознакомиться на табличке с ценами, которые действуют сейчас. Так, 40 гривен заплатили. Сегодня выходной, посмотрите, машин просто огромнейшее количество. Сейчас будем искать место, где нам запарковаться. Я просто в шоке. Люди едут и едут. Посмотрите, сегодня какое количество автомобилей на 7 километре. Я просто в шоке. Смотрите, целая пробка. Всем доброе утро из Одессы. И как вы поняли, мы приехали с вами на один из самых больших рынков, как я когда-то читала, Восточной Европы, который в свое время был очень популярным, и из разных стран мира сюда приезжали люди, чтобы что-то себе доприкупить. Всех приветствуем из Одесского 7 километра. Здесь прям нарисовали такую серьезную разметку во все стороны, чтобы все соблюдали правила движения. Так, мы заходим на первую улицу от центрального входа. Людей здесь еще немного, но, думаю, дальше они будут. У нас сегодня была относительно спокойная ночь. Были тревоги бесконечные, но, к счастью, не было никаких взрывов и никаких прилетов. Поэтому у людей уже хорошее настроение делать покупки. Так, на 7 на самом деле можно найти все. О, посмотрите, сейчас сразу вам скажу. Раньше на 7 километре все ходили пешком, а сейчас все ездят на таких электросамокатах. И они буквально по всему 7, особенно вот в сторону Мылки, если идешь, то везде движение на таком транспорте. Вот, посмотрите, еще один. На велосипедах люди ездят, потому что 7 огромный, и такое впечатление, что за последние годы он стал еще больше, и люди для своего удобства придумали ездить на электросамокатах. Классная футболка у девушки. Так, заходим с вами в одну из центральных улиц. Как вы видите, людей сегодня много. Смена сезона, холодает, и все покупают одежду. Такая куртка интересная, как картина. Пальто, вот такое пальто, $200. Такие курточки продаются, только жаль, нет цен. И все, нужно спрашивать. 4 900 гривен. Раньше еще было пополнение счета, все говорили, но уже счет пополняют по-другому. На 7 была пару раз в этом году, вы знаете, по нашим видео, и еще ни разу не было так много людей. Какие платья здесь продаются. Вот, а говорят, что 7 километр умирает. На самом деле все не так. Ну, возможно, людей сейчас гораздо меньше, чем раньше, потому что раньше 7 называли толчок из-за того, что здесь было не протолкнуться. Здесь просто, особенно в выходные, люди готовы были друг друга затоптать. Сейчас, конечно, такого нет, но, тем не менее, вот видите, людей тоже бывает много. Вот какая красивая дубленка. Здравствуйте. Извините, а в какой цен такая? 310. 310? Да. Угу. $310. Вот сейчас летние распродажи. Кроссовки по 750 гривен. Такие босоножки по 700 гривен. По 800 гривен. Вот как ботиночки по 1300 гривен. Такие вот зимние варианты тоже есть. Такие по 1300 гривен.
Как бы пишут, что на 7 все дорого. Нет, можно найти даже недорогие варианты. Такие вот по 1100. Рядов на 7 стало поменьше. Раньше все работали, сейчас не все. Дальше вам покажу. Ну и контейнеры тоже, видите, некоторые закрыты, не знаю из-за чего. Может, они просто позже открываются, а может, у людей не пошел бизнес. Видите, есть ряды, которые полностью открыты, все в них работают, а есть вот такие, как этот. На 7, как обычно, огромный выбор различных брюк, особенно джинсы. Здесь есть в огромном количестве и ассортименте. А в какую цену ориентировочно? Вот такие по 1000 гривен? О, и цена прекрасная, по 1000 гривен. А такие? Такие по 1500. Вот эти все по 1500, да? Или нет? Такие 1200, 1300. А вот с этой стороны? Тоже 1500, 1200. А такие? Ну, от 1000 и до 2, да? Где-то так примерно. Это хорошая цена. Пишут, даже есть большие размеры. У вас так все в долларах и деньгах. Класс. Посмотрите, какой потолок. Купила здесь джинсы. И есть перспектива в будущем стать богатым. Да? Разговаривала с продавцом и говорю, у вас сегодня так много людей на 7 километре. Он говорит, это еще мало. Вот, так что на 7 многие еще до сих пор приезжают. Сейчас все готовятся к осени и везде завозы курток. А в какую цену такой пуховик? 200 долларов. Это ориентировочно 8000 гривен. Вот такие пуховички. А такой? С смехом 240. 240 долларов ориентировочно. Здесь такой большой ассортимент всего есть. А дубленочки такие? 4800. Ориентировочно 4800. Семечки, арахис, Очень веселенький платочек. Сейчас модные вот так вот. Такие луки, рубашка, джинсы. А вот пижамки. Бы сама на такой штуке покаталась. У меня такое впечатление, что больше рядов пооткрывалось, потому что когда я была, как-то ряды целыми прям были закрыты. Сейчас ситуация, такое чувство, что улучшилась. Некоторые делают вывод, что 7 умирает просто из-за того, что видят улицы пустых контейнеров. Но тоже, какой, наверное, в зависимости в какой день приедешь, есть улицы, на которых меньше контейнеров работают, но уже нету таких улиц, что просто полностью все закрыто. Видите, закрыты только некоторые контейнеры. Мне кажется, что люди немного больше пооткрывались сейчас на 7. В этом году очень модные такие куртки. К сожалению, цены нет. Такая курточка 3200. Вот. Цены 350. Платья женские. Тоже вот пальто элегантные женские, тренчи, пиджаки. Видите, везде написано New. Только попривозили. И вот такое пальто 4500. Чуть больше 100 долларов. Ноги. Помните, кто был на 7? Осторожно, ноги. Но сейчас людей не так много. Все разъезжаются между собой. Можно не предупреждать. Гольфик, как только что показала, 350 гривен. Вот кто-то получает товар. Вот такой рюкзачок 3200. А вот смотрите, какая сумка прикольная, очень пушистая.
Здесь прям целое кладбище манекенов. Знаете, кто-то гуляет улицами Италии, а мы сегодня с вами гуляем узкими улицами 7-го километра. Ой, стройка здесь продолжается. Все снесли. Уже ветер, еще пыль такая. Все посносили. Ремонт еще не закончен. Не знаю, здесь будет дорога или что-то расширять. Ну, за 7-й не забыли. Видите, он развивается. Если строят, значит бизнес идет. Так, у кого-то сработала сигнализация, и кто-то ее никак не отключит. Здесь можно найти товар даже дешевле. Мне кажется, вот смотрите, чемодан, акция 750 гривен. Вот здесь все прям гоняют сумки, люди себе покупают. Есть здесь и розница, и опт. Мне очень нравится, как здесь все сделали. Здесь вместо контейнеров магазины, маленькие магазины. Классно, очень красиво и удобно. Перейдем с вами на другую улицу, потому что эта сигнализация будет нам... Ага, она везде, она здесь. Фух, наконец-то ее отключили. Смотрите, сколько людей тоже. Люди уже знают об этом месте, и все сюда приходят. И оптовики, и вижу, люди просто что-то в розницу берут. Ну классно, мне нравится, когда все делают так цивильно. Здесь навес от солнца. И посмотрите, сколько электросамокатов. Буквально все продавцы на них ездят. Смотрите, все они разные. Здесь прям сделали китайские кварталы и повесили вот такие классные китайские фонарики. Практически у каждого киоска. Посмотрите просто, какой ассортимент перчаток на зиму. Женские гольфы, свитера. Видите, с другой стороны 7-го все для дома есть. Есть карнизы, есть занавески, есть шторы. И здесь целые ряды такого добра. Вон, посмотрите. Вот различные шторы, занавески, ткани тоже. Огромное количество тканей на 7-м можно купить. Смотрите, боже, какие хочешь. Кто делает ремонты, может смело сюда приезжать. Здесь реально можно найти товары на порядок дешевле, чем в магазинах. Смотрите, как прикольно здесь идти между занавесок. Вот даже по 100 гривен можно найти за метр. По 200 гривен за метр. Шторы. Вообще какие хочешь. И на месте можно все подшить вот здесь. Думаю, здесь не одна такая точка. В общем, так сегодня живет 7-й километр. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Ну и, конечно, если у вас есть возможность и желание, можете приехать сюда прогуляться. А вдруг что-то и прикупите для себя. Всем пока-пока.